Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить и повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист роботы-парсеры автоматизация. Если вы хотите связывать с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
опубликовано в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, тогда вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня продолжаем разработку сайта по проведению хакатонов. Что я прошу тебя здесь убрать? Копируем ссылку, чтобы он точно понимал, о чем мы говорим. Давайте сделаем просто скриншот того, что надо убрать. Здесь, наверное, выделим сразу и целевую, выделенную уже красным input, и кружок, который планируем сделать такого же цвета. Это уже сразу отправим. Здесь я хочу, чтобы кружок фотографии человека, он тоже был в красном кружочке, как обязательный к заполнению, пока он еще не заполнен. Наоборот, чтобы он был в приятном зеленом кружочке, когда уже заполнен. Пример обводки красненькой, которая хорошая, уже есть на скриншоте. Примени, пожалуйста, эти же стили к обводке круглого рамки лица. Единственное, я хочу тебя ориентировать, что я зашел как регистрация судьи, поэтому выбор роли для судьи, он, неправильный. То есть я выбрал, что я регистрируюсь как судья, а здесь какие-то совсем другие поля, как будто бы я участник. Давайте ему, может быть, начнем с самого начала, что мы нажали логин и регистрация, сделаем sign out, какой-то произвольный email, неизвестный новый, нажимаем continue. Давайте я включу дублирование клавиш. Вот они теперь тут появляются. Generate strong password. Сформировали, он заполнился, все зелененькое. Выбрали роль, приняли я согласен. Нажимаем создать наше пространство. Я же хотел наоборот показать там, куда я вхожу. Опять sign out, увлекся. Ввожу произвольные символы и какой-то email у нас получился. Нажимаю Generate strong password. Я хочу здесь, чтобы тоже вот эти вот маленькие квадратики обводились красненьким, пока ничего не выбрано. Если хотя бы одно уже выбрано, один чекбокс выбран, то тогда уже всю плашечку я бы отмечал зелененьким. И то же самое насчет чекбокса, там, где юридические условия надо принимать, я бы тоже красил красненько. А после того, как уже все условия на странице выполнены, то тогда я бы красил вот эту вот плашечку, там, где находится кнопочка «Создать MySpace», тоже в приятный зеленый цвет, такой же, как и галочки о том, что успешно, правильно все введено насчет пароля. Давай использовать этот зеленый. Я хочу, чтобы сразу при входе на страницу вот таким вот красным показывали все поля, которые обязательны для заполнения, чтобы это было явно, а не после нажатия кнопки, чтобы они засвечивались, чтобы сразу было ясно и понятно, что нужно ввести. Мы пока что берем, это еще луп мы не запустили, поэтому, наверное, здесь надо убрать. Подтянем куда-нибудь сюда вверху и продолжим заполнять. Тут вроде бы все описали. Мне хочется еще какая-то стрелочка, чтобы была отсюда generate password к самому input. Давайте это сделаем. Я хочу, чтобы была какая-то стрелочка от Generate Password к input, куда это будет применяться, чтобы это было визуально подтверждено. Какая-нибудь аккуратная стрелочка в дизайне сайта. Хочется как-то связать эти два элемента, то есть если Generate Password вкидывает какие-то данные в этот input, то должна быть явная стрелочка об этом говорящая. Окей, я принимаю, как будто бы я судья, и давайте я попытаюсь принять. Хорошо, вот это хорошо. Давайте я попробую ничего не нажимать. Эти тоже засветились красным. Как сейчас происходит, когда нажимаю кнопку «Создать мое пространство», я хочу, чтобы сразу при входе на страницу нужные поля светились красненьким. А когда туда что-нибудь введут, то они чтобы уже тогда светились зелененьким. Логика такая, что если человек выберет уже какую-то роль, или участник хакер, или организатор ментор джадж, то тогда они все уже не светятся красненьким, а выбранные светятся зелененьким. То же самое насчет принятия вот этих вот юридических всяких штук. Если выбрано, то тогда вот эта плашечка засвечивается таким. Свечение, которое сейчас красненькое, оно красиво сделано по дизайну, мне нравится, просто надо применить к примененному уже наш вот этот вот канонический зеленый, который у нас применен к правильно подтвержденным имейлам. Правильно подтвержденным at least 8 characters, no more than 50 characters. То есть вот это вот зелененький оттуда тяни, пожалуйста. Хотя то, как сделано уже
сейчас применено к инпуту, где правильно введенные символы для пароля, мне нравится, достаточно симпатично и аккуратно выглядит, так что можно тянуть в остальные инпуты. Это приятный тонкий зелененький цвет. Давайте дальше проверим. То есть мы это щелкнули. Дальше please complete the highlighted fields. Create my space. Thank you. О, уже там что-то применяется. Прикольненько, приятненько. Мне нравится так. Фото. Full name. Роли тут не должно быть. Enter your handle. Handle, я не понимаю, что такое. Здесь должно быть чуть-чуть по-другому. Я хочу здесь по-другому, чтобы было написано. Здесь надо писать, что если вы уже добавились в наш сервер, и повторная ссылка, гиперссылка в наш сервер, которая дублирует вот это Join Discord, то введите ваше имя и выберите его из найденных. Я думаю, такая надпись здесь должна быть. Дополнительно еще непонятно, Join Discord написано, как будто бы это присоединиться к Discord. Join Discord предполагает, что человек должен создать свой Discord, но здесь должна быть другая надпись. Join our Discord hackonvibe.com сервер, причем канонически, чтобы hack, то есть camel letters было hackonvibe.com уже строчными, потому что сейчас кажется, что надо создать аккаунт, но это не так. Мы просим присоединиться к нашему серверу, а не join Discord, а join our Discord сервер. Join our hackonvibe Discord сервер. То есть такая вот кнопка должна быть. Да, она будет на 2 строчки, но это будет точно отражать то, что мы просим сделать. Давайте дальше посмотрим. Вот эта кнопка, она дезориентирует. Эта кнопка дезориентирует, она говорит о том, что нужно ввести что-то одно, то есть просто legal name to continue. Но это не так, у нас больше обязательных вещей, и получается, мы не пропускаем дальше, пока человек не добавится в Discord сервер. И получается и первое действие, и второе действие, наверное, и первое, и второе действие, они должны быть красненьким, пока не будет введено имя человека и пока оно не подтянется из нашего сервака. И получается, здесь тоже должна быть такая аккуратная стрелочка от действия 1, join our Discord сервер hackonvibe, к введите ваше имя внутри нашего сервера и выберите его из предложенного списка. Здесь они должны быть сразу красненькими, а после того, как они уже будут выполнены, то тогда приятным зелененьким. И это действие должно быть сделано обязательным для, во всяком случае, нашего хакатона, который мы сейчас проводим и строим. Отправляем это ему. Да, и кнопка должна быть продолжить. Что-нибудь такое, простое продолжить или что-нибудь такое. Поймали настоящую нестыковку, и она глубже, чем надпись. Проверил гейт. Липсабинет гати МЮТС сегодня требует только имя. Диск-сорт в минимум не входит. То есть кнопка сейчас говорит правду о том, что блокирует, но не о том, что должно блокировать. Что сделаю сразу? Безопасно. Беру в следующий PR. Кнопка перестанет обещать одно. Она будет называть все, чего не хватает, и пересчитываться живьем. От your name and disk-sort to центинуи по мере заполнения текст сокращается центинуи том и тем. Список берется из того же минимума, что исполняет сервер. Разъехаться им будет нечем. Оба шага диск-сорт. Красные сразу, зеленые по факту. 1 становится зеленым, когда бот подтвердил членство. 2, когда ник подтянулся из нашего сервера. Не по клику по ссылке. Клик вступил. Стрелка 1-2 тем же шевроном, что от генерати пассворд к полю. А вот сделать диск-сорт обязательным есть риск, который я обязан назвать до, а не после. Хакатон идет прямо сейчас. Стартовал сегодня в 12:00 по юте. Если я включу жесткий блок, то запру кабинет всем, кто уже зарегистрирован без подтвержденного ника. Команда, репозиторий, статус деплоя станут недоступны посреди события. Причем не только ленивым, проверка членства идет через бота, и когда он не отвечает, сегодня работает файл open. С жестким блоком сбой диск-сорт превратится в блокировку живых участников. Рекомендую так. Сейчас включаю все видимое: красное, зеленое, стрелка, честная кнопка и серверную обязательность для новых записей. А жесткий блок кабинета для уже существующих ставлю за настройкой Хакатона, той самой, что предусмотрено сет 1 рек 19. Тогда вы включаете его одним переключателем, когда сочтете нужным, и без риска запереть людей в разгар Хакатона. Если хотите жесткой прямо сейчас для всех, скажите, сделаю, но тогда предварительно посчитаю по базе, скольких это заденет, и покажу число до выката. Текущий PR подсветка обязательных полей, кружок, фото, стрелка к паролю. Сейчас у ревьюера, как отпустит, смержу и сразу возьму диск-сорт блок вместе с 3 правками копирайта из прошлого сообщения. Да, я хочу, чтобы у всех было жесткий блок. То есть все должны быть привязаны по Дискорду, потому что сейчас я в любом случае с ними должен общаться как-то, сообщать какую-то информацию. Если я к ним не имею возможности достучаться, то это очень плохо. Поэтому сразу включаем и для новых, и для старых. То есть если у кого-то не привязано, то должно быть привязано. До этого это поле уже было обязательным, поэтому это ничего нового. И в основном
те старые, кто уже больше 100 человек привязаны, то у них уже есть Discord, и мы там общаемся. Да, делаем. Насчет фотографии, здесь же таким же шрифтом дописываем, что позже вы сможете ее изменить в личном кабинете. А здесь неправильное название. Перечислить форматы, которые принимаются, и размер «да», и дальше надо пояснить, что у каждого участника будет личная страница с описанием и фотографией, и тем более у победителей. Ну, то есть вот так вот надо описать. Про то, что судьям важно смотреть на фотографию для оценивания, это, я не знаю, это искусственный интеллект придумал, я такого никогда не диктовал и не вносил. Это бред собачий. Как-то долго написано. Здесь должно быть написано для программистов компьютерным языком. Если введено preferred name, то именно оно будет показываться везде вместо legal name. Исключением является диплом победителя, где будет указано ваше legal name. Вот так вот надо писать. Почему мы убираем роли у судьи, организатора и у ментора? Потому что они не должны выбирать, какая у них роль, потому что этот блок, он для участников, для хакеров. Поэтому этот блок из судейского блока должен быть просто убран. Наоборот, вместо вашей роли, вот это вот DevOps, Backend, там надо давать 3 галочки: организатор, ментор, судья и возможность, на какие хакатоны человек подается. То есть, допустим, у нас сейчас есть август, и у нас есть ноябрь. Я думаю, это должен быть открытый список, и там должны быть чекбоксы. Надо выбрать как минимум одну роль, можно все 3, и нужно выбрать как минимум 1 хакатон, можно выбрать оба. Для начала давай делать так. Ну, это уже мы так логику цепляем достаточно хорошо. То есть это вроде бы идет визуал, но это за собой еще тянет большое изменение функционала. Ну, все правильно, да, то есть confirm your email. Сейчас неправильно здесь написано. Я считаю, что сейчас неправильно здесь написано. Насколько я знаю, мы изначально не посылаем ссылку на верификацию аккаунта, и поэтому resend link это будет неправильно. Наверное, надо написать send link. И, наверное, слишком длинная надпись please verify your email. И пояснять ничего не надо. Это лишний текст. А кнопка должна называться send link. Цвет желтенький мне нравится, да, то есть это не блокирующая штука, которую можно и не делать при желании. Отлично, это не с нуля. На юге уже ровно то, что вы описываете, и переиспользовать надо его, а не писать второй такой же. 3 роли: судья, ментор, организатор, функционс юбги, кабинет IOTS 540, сетка релизгрид, хичхацкатхонс, чекбоксами, 292. Список строится из липстаффа play editионс IOTS поверх лип editионс IOTS, то есть открытый. Август и ноябрь там уже есть, а следующая редакция появится сама, одной карточкой в реестре, без правки формы. Обязательность хотя бы 1 хакатон уже стоит. Рек звездочка серверная проверка, и есть даже пометка staff full, Йомсан стил лапы. Значит, задача формулируется честнее. Не построить блок, а привести его в кабинет для тех, кто пришел как штат, и связать с записью намерения. Что делаю в PR внутри? Витрина сохраняет намерение, миграция, без этого ни почему ветвиться. Пришел как штат, вместо командных ролей рендерится тот же блок. 3 роли, минимум 1, чекбоксы хакатонов, минимум 1. Отметил оба пути, видит оба блока. Он и хакер, и штат. Старые записи без намерения, участники как сейчас, иначе 120 человек посреди хакатона потеряют свой блок. Одно, что я обязан сказать заранее, чтобы вы не ждали большего. Подача права. По вашему же контракту, рек 26, роль штата дает одобрение создателя хакатона или админа. То есть после этого PR-судья увидит свои галочки и подаст заявку, а судейский кабинет откроется ему после одобрения, как и сейчас на юге. Автовыдачу прав делать не буду. Это дыра, через нее любой объявит себя судьей своего хакатона. Очередь без изменений. Сейчас доезжает подсветка, ревьюер, ярус 2, следом копирайт, жесткий блок диск-сорт, третьим, намерение и блок штата. Мне как-то непонятно. Давай я уточню, то как ты надиктовал, я это не до конца понял. Любая роль, которая подается, она всегда одобряется создателем хакатона. В этом случае создателем являюсь я. Одобрение также может быть сделано администратором по дефолту, но организатор, собственник хакатона, имеет право убрать галочку, чтобы администратор не имел права принимать судей, менторов и новых организаторов. Поэтому я хотел просто проговорить, что подача — это действительно не фактическая выдача прав, это просто подача заявки, которая будет рассмотрена собственником хакатона. И это применяется не только к судье, но и к ментору, и к организатору, ко всем. Вот так вот. Да, пусть он запишет, это будет максимально правильно. Здесь я нашел расхождение и обязан его назвать до того, как править текст. Ваша память совпадает с контрактом, а код нет. Контракт, рек 16. Письмо подтверждения автоматически не отправляется. В кабинете кнопка «Выслать подтверждение», письмо уходит только по клику.
Причина – жесткий лимит писем до переезда на свой сервер. Код Functions Member HTTPS 310. Unregister создает вериф и токен и сразу шлет письмо в фоне. То есть надпись весь этот Confirmation Link сегодня формально правдива, но правдива она потому, что код делает то, что ваш же контракт запрещает. И каждая регистрация тратит письмо из бесплатного лимита, включая тех, кто верификацию делать не собирался. Что делаю по вашему рек 16? Скажите нет, откачу. Убираю автоотправку из Unregister. Токен пусть создается. Письмо только по клику. Баннер. Электронная почта пляси вериф ее email и все, без объяснений. Кнопка Send Link. После первой отправки она честно станет Resend Link, но это уже правда, а не приветствие с враньем. Желтый остается, блокирующей она не становится. Заодно на странице ссылка из стекла уберу отсылку к Resend Link. Там будет тоже имя кнопки, что человек реально увидит. Экономия, кстати, не абстрактная. 132 живых участника, это 132 письма, отправленных без спроса при бесплатном тарифе. Сторож поставлю на само противоречие. Если Unregister снова начнет слать письмо, тест покраснеет, иначе через месяц автоотправка вернется для удобства, а баннер снова начнет врать. Пойдет в PRNO 2, Copyright Disk Sort. Подсветка сейчас все еще у ревьювера, Ярус 2 как отпустит, поеду по очереди, символ замещения объекта Run 30 Months ревьювер прав. Бисхов password тест шел по запасной ветке ленг 8, а браузер использует настоящие правила. Чиню как у соседа. Хорошо, правильно. Да, так что вот видите, у нас через визуал мы правим функционал. Спасибо, что проговорили. Я понял вас также, и теперь это записано точнее. Фиксирую правила целиком. Подача – это заявка, а не выдача прав. Одинаково для всех трех. Судья, ментор, организатор. Отметил галочки и хакатаны. Попал в очередь на рассмотрение, а не в судейский кабинет. Решает создатель хакатана. В текущем августовском. Вы. Админ площадки может одобрять по умолчанию, но у собственника есть галочка, которой он это право у админа отбирает по своему хакатану. Третий пункт. Новый. В коде его нет. Проверил. В lib haskathan settings MJS живут Tumblr GitHub required. Disk sort gated onboarding. Сервер хостинг. А вот может ли админ одобрять штат отсутствует. При этом проверки прав написаны как и с админ, то есть админ сегодня может одобрять всегда, и отключить это нечем. Значит, понадобится новая настройка, колонка-переключатель в кабинете собственника, серверная проверка, иначе галочка была бы нарисованной. Важное следствие, чтобы не получилось тупика. Если собственник снял право у админа и сам пропал, заявки повиснут навсегда. Сделаю так, что снятие права не отбирает у админа доступ к самому хакатану, иначе площадка теряет управление своим содержимым, а именно одобрение штата. Если хотите жестче, скажите. Порядок работ по штату. Так, тут что-то вот уже в конце я не до конца понял, давайте перечитаем. Важное следствие, чтобы не получилось тупика. Если собственник снял право у админа и сам пропал, заявки повиснут навсегда. Сделаю так, что снятие права не отбирает у админа доступ к самому хакатану, иначе площадка теряет управление своим содержимым, а именно одобрение штата. Если хотите жестче, скажите. Тут вот какие-то противоречащие идут штуки. Ну, понятное дело, что если у организатора, собственника, право одобрять, а у админа его нету, то у админа не забирают никакие другие права по управлению хакатоном, это правильно. Но если оунер не одобрил никого, то у админа это право никак не появляется. Поэтому, когда ты пишешь, а именно одобрение штата, но если по дефолту у него стоит галочка и у него оунер не забрал это право, то он одобряет. Если оунер забрал это право у него, то админ не может одобрять. И все заблокировано на оунере. Да, все так. Давайте дальше проверять. Порядок работ по штату. Шаг 103, а витрина сохраняет намерение. У штата вместо командных ролей 3 роли чекбоксы хакатонов. Переиспользую блок с Юдге. Там уже открытый список из реестра редакции. 3Б подача создает заявку. Прав не дает. Собственник видит ее в своем кабинете и решает. 3С настройка хакатона. Админ площадки может одобрять штат. По умолчанию включена. Собственник вправе снять. Сейчас доезжает первый ПР. Закрыл последнее замечание ревьювера. Тест двери шел по запасной ветке. Длина больше либо равно 8 вместо настоящих правил пароля. Теперь подставляю те же функции, что грузит браузер. И отдельно проверяю, что длинный, но без заглавной не считается готовым. У нас нет требований, что первая должна быть заглавная или строчная. То есть такого правила у нас не должно быть. Если оно сейчас есть, убери его, пожалуйста. Длина 8 допустима. То, что мы сами генерируем кнопкой 20 и со служебными символами, это наша личная инициатива, но это не минимальное требование. То есть можно именно любые 8 символов, которые соответствуют нашим правилам, включая строчные и заглавные первые, поэтому длинные, но без заглавные, я не понимаю, чем это. Таких требований не было, если они есть, то снеси их. Принято, беру в работу. Первый ПР сейчас в гейтах, шаг 3 из 12, следом сразу второй. Чтобы не потерять ничего из надиктованного, фиксирую весь состав PRNO 2. Это будет один связанный экран, говорит правду. Диск-сорт, кнопка ее и на урхацканвибе, диск-сорт, сервер, стрелка вправо вверх, вардмарк в бранд нами, иначе BTN CSS скапсит его в хасканвибе. Шаг 2 уже в нашем сервере. Начните вводить имя и выберите себя из найденных дубль ссылки на сервер. Оба шага красные и зеленые сразу. Стрелка 1-2. Ник в кабинет минимум. Жесткий блок для всех. Экран и сервер узнают об этом из одного источника. Заденет 12 человек из 132. Почта 5. Автоотправка из Unregister убирается. Ваш рек 16 бесплатный лимит. 6. Баннер электронная почта пляси вериф ее email кнопка Send Link. После отправки Resend Link. 7. Страница ссылка из стекла перестает ссылаться на несуществующее имя кнопки. 8. Сторож. Если автоотправка вернется, тест краснеет. Copyright
Копирайт профиля 9. Фото. Подпись Your Sanching и Platter in Your профиле. Подсказка. Форматы. Размер. Личная страница. Выдуманные судьи смотрят фото убраны. И на слово Юдгис в этой подсказке ставится запрет. 10. Preferred name и всет. Your preferred name replaces your legal name и верхире. Exception. Certificate salvai susi your legal name 11. Кнопка Gate Центинуе. 12. EG. Десигнер убирается. Дублирует чекбоксу и десигнер. Дальше PR 3. Намерение блок штата. 3 роли чекбоксы хакатонов. Заявка вместо прав. И настройка админ может одобрять, которой сейчас в коде нет. Как первый PR пройдет ревьювера, сразу мержу и начинаю второй. Сообщу по факту выката, а не по факту отправки. Символ замещения объекта, символ замещения объекта, символ замещения. Понял, записал именно так. По умолчанию галочка стоит. Админ площадки одобряет штат наравне с собственником. Собственник снял галочку. Админ одобрять не может вообще. Никакого обходного пути. Все упирается в собственника, и это осознанно. Прочие права админа по хакатону не трогаются. Он остается админом площадки, просто без права принимать судей, менторов и организаторов в этот хакатон. Никаких через N дней разблокируется, и если собственник молчит, решит админ. Молчит собственник, заявки ждут собственника. Одно добавлю от себя, чтобы это не превратилось в тихую ловушку. Рядом с галочкой напишу прямым текстом, что после ее снятия заявки сможет одобрить только собственник. Не запрет, а честное предупреждение в момент выбора, чтобы человек, снимая ее, знал, что подписался. Приходите рассматривать. Первый PR ревьювера, Ярус 2 из 3. Как отпустит, мержу и берусь за второй. Понял, и вы правы, что поймали. Я в тесте закреплял правило, которого вы не заказывали. Оно есть в коде. Одно, потому что это про безопасность и молча решать не буду. Цифру оставляем или тоже сносим. Вы сказали любые 8 символов, которые соответствуют нашим правилам. Под правилами могли иметься в виду и оставшиеся. Моя рекомендация. Цифру и без пробелов оставить. Регистровые снести. Причина не вкусовая. Требование регистра людей раздражает и толкает на пассворд один та же цифра, тот же предсказуемый шаблон. А вот запрет пробелов реально спасает от невидимых опечаток при копипасте, и цифра дешево отсекает словарные квертюи. Если скажете сноси и цифру, снесу, останется 8,50 без пробелов. Ну, то есть ты предлагаешь без пробелов, чтобы пробел был запрещен. Да, пробел давай запретим. Ты знаешь, что еще очень удобно, когда пробелы автоудаляются? Мне очень классно и хорошо, что пробелы автоудаляются, и я думаю, это таким вот желтым цветом, там, где все случилось, если человек вставил пробел, ну, допустим, при копировании действительно или в начало пробел, или там в конец какой-то пробел засовывается, то там можно писать, что у вас в пароле был пробел, он автоудален, и такая желтая надпись, просто информативная. Зеленая, получается, это то, что соответствует, а желтенькое это мы о чем-то уведомляем. Ну и можно там такой вот маленький желтенький восклицательный знак рядом со всеми зелененькими, такую же строчечку выбрать. Я думаю, это будет правильно сказать об этом, что мы автообработали пароль, который человек откуда-то принес с ошибочным пробелом либо в центре, либо в конце, либо в начале, и пробелы, получается, мы автоудаляем на уровне фронтенда сразу же, моментально. Цифру оставляю по своей рекомендации, на которую вы не возразили. Скажете сноси ее, уберу одной строкой, останется 8,50 без пробелов. Правила лежат в одном источнике, LibPassword Rules MJS, поэтому обе снесенные строки исчезнут разом из чек-листа на экране, и из серверной проверки разъехаться им нечем. И отдельно поправлю то, что чуть не закрепил сам. В новом тесте у меня ассерт сформулирован как длинный, но без заглавной, не готов. После сноса регистра он формально останется зеленым. Пример пассворд не пройдет по цифре, но формулировка будет врать. А мы весь день чиним ровно этот класс. Перепишу примеры сообщения на цифру, чтобы тест говорил про то правило, которое он реально проверяет. Первый PR все еще у ревьювера, Ярус 2 из 3. Как отпустит, мержу и захожу во второй совсем накопленным. Диск-сорт, кнопка, шаг 2, красная, зеленая, стрелка, жесткий блок, почта, без автоотправки, send-link, копирайт профиля, фото, preferred name, Центинуе убрать EG, десигнер и правила пароля. Я не говорил, что мы убираем обязательность заглавных букв и обязательность строчных, то есть они должны быть. То есть то, что ты отметил сносим, я не говорил, что это сносить, а просто ты написал, что в пароле первая буква должна быть заглавной. Я против, чтобы первая буква была заглавной, но я не говорил сносим правило, что заглавная должна быть где-то из этих 8 символов, и что строчная должна быть где-то из этих 8 символов. Так что ты меня неправильно понял. Отличная идея, и семантика цветов у вас получилась стройная. Зеленый правило выполнено, желтый мы что-то сделали за тебя. Такого слоя на сайте еще нет, заведу. Как сделаю? Пробелы срезаются мгновенно на вводе, в единственном месте, где живет поле пароля. Assets password field JS70 поэтому подхватит разом и дверь, и страница сброса, и все будущее. Срезаются любые. В начале, в конце и в середине, как вы и сказали. Заодно табы и неразрывный пробел у 0000. Он приезжает при копировании из Word и Telegram чаще обычного и глазом не отличим. Желтая строка в том же списке, в одну линейку с зелеными. Значок предупреждения с процессоремовета автоматицалы. Появляется только если реально что-то срезали, и гаснет, когда человек все стер и набрал заново. Цвет, янтарь FFB020 тот же, что у плашки про пароль. Глиф в той же 22 пиксельной колонке, что и галочки, чтобы строка не съезжала. Одна ловушка, о которой скажу заранее, потому что на ней все обычно и ломается. Если просто переписать в алуе, каретка прыгнет в конец. Человек правит середину пароля и после каждого символа улетает в хвост. Поэтому пересчитаю позицию каретки на число срезанных символов слева от нее и верну ее на место. Это проверю тестом отдельно. Вставили пробел в середину, курсор остался там же, а не уехал. И следствие, которое надо принять осознанно.
зелено. После этого правило NoSPACES не сможет нарушиться никогда, оно станет вечно зеленым. Оставляю его в списке намеренно. Оно объясняет, почему пробелы исчезают. Но в тестах помечу, что это витрина, а не гейт, иначе следующий агент решит, что у него есть работающая проверка, которой на деле нет. Все это входит в PRNO2 вместе с правилами пароля. Первый все еще у ревьюера. Моя ошибка в формулировке, извиняюсь, вы сказали ровно то, что сказали, а неверно понял я. Правила пароля не меняем. Все 6 остаются. Пункт снести регистровые правила из очереди PRNO2 вычеркиваю. Хорошо, что поймали сейчас. До кода это не дошло, правки еще не было, отменять нечего, только план. Откуда взялось недоразумение, и это мой дефект, а не ваш. Я написал в тесте формулировку длинной, но без заглавной, и ее честно можно прочитать как требуем заглавную первой. Само правило в коде, а за ее тест P, то есть заглавная в любом месте, порядок не важен. Пассворд не проходит потому, что заглавной нет вообще, а не потому, что она не первая. Перепишу сообщение ассерта на однозначное. В пароле нет ни одной заглавной, чтобы следующий читатель и следующий агент не сделал того же вывода, что сделали вы, читая меня. Что остается из вашей вчерашней просьбы про пароль? Авто-срезание пробелов с желтой строкой с PACES ремовета автоматицалы. Оно в силе и идет в PRNO2. Правило при этом не трогает. Но с PACES остается правилом, просто нарушить его станет нечем. Первый PR сейчас в 4-м заходе гейтов снес ободок фото с двери регистрации. Ревьюер показал, что тот блок с Rec 13 не показывается никогда, и я украшал мертвую разметку. Я думаю, все, что мы сделали, зафиксирую в антикраш ТЗ атомарными требованиями, перечитаю вот все, что я надиктовал, и из того, что я надиктовал, создаю атомарные требования, которые полностью выполняют до результата. Ну и выведи мне это задание, которое ты будешь выполнять, но не останавливаясь, я просто хочу его почитать. Видите, как-то не красится вот этот кружочек, то есть принудительно вручную надо мне клацать на него, чтобы посмотреть, что и как. Что у нас там по лимитам пока еще есть. Представляете, я вот это вот все, очень важный момент, я вот это вот все диктовал, и потом я видел, что оно теряется обычно. То есть какая моя логика? Я ему что-то сказал, и это легло в техническое задание. Но это так не работает с искусственным интеллектом. Для него это мы просто пообщались. И он вот, грубо говоря, из блока текста, где я надиктовал абзац с 6-7 обязательными требованиями, что необходимо сделать, он может взять одно, что запомнил, и посчитать, что мы просто пообщались с ним. Вот что я сейчас сказал. Я сказал ему: зафиксируй наше техническое задание атомарными требованиями. И после этого он ушел достаточно надолго в раздумья. То есть он нашу беседу автоматически не переделывал в техническое задание. Это вот очень интересная вам подсказка насчет того, как правильно работать с искусственным интеллектом. А вот сейчас вот он уже проанализировал дополнительно, ресурсы выделил проанализировать весь текст со мной. После этого он уже вычленяет оттуда требования, записывает их в техническое задание, и после этого он выполнит все. Так что вот так вот подсказываю вам, что нащупал. Ну, действительно работает. А так он что-то одно там сделал, и все. Это нарежь в шорцы, искусственный интеллект, слушай меня, весь этот смысловой блок нарежь в шорцы. Давайте почитаем МДХу, а не сокращенные какие-то штуки. Это пиары, которые уже влиты. Требования, которые еще разрабатываются и не влиты. Ну да, так немало. Вроде бы мы надиктовали, а требованиям достаточно много. Я даже не знаю, наверное, будет проще проверить уже результат, чем вычитывать техническое задание. Оно достаточно детальное. Обычно, когда я говорю, чтобы он техническое ТЗ составил, техническое задание, то потом результат меня радует. Так что, может быть, просто дать ему доработать до конца и все. Давайте обновим F5, Ctrl-Shift-R. Я не вижу, чтобы здесь многое что подтянулось. Я бы сказал, больше даже особо ничего не подтянулось, так что я бы на этой странице еще и остался. Наверное, дождался результата. Да, еще как его лучше в луп отправить. У тебя есть базовые документы, которые говорят тебе о том, как работать со мной, как создавать код. Это практическая философия .md, которая лежит в корне проекта. Также у тебя есть ссылки на то, где что почитать, где что лежит. И если тебе для проекта необходимо что-то почитать, то где тебе почитать, ты просто заходишь в навигацию и читаешь в навигации. Навигация, а не энциклопедия .md лежит тоже в корне проекта. Код создается в рабочих деревьях по правилу SDLC. Ссылка у тебя тоже есть. Если у тебя обновился контекст, есть смысл это прочитать и выполнять работу правильно, чтобы ты не споткнулся о блокировку нашего CI. В случае, если у тебя не обновлялся контекст, и ты все это помнишь, то тогда нет смысла это все перечитывать и забивать себе контекст. И у тебя есть техническое задание, антикраш якорь, надиктованное владельцем 13.14.08.2006 атомарно, которое ты выполняешь. Пожалуйста, выполни его до конца, не останавливаясь, не задавая никаких вопросов. И по философии, если есть какие-то предложения, то только после того, как все выкатишь,
В чате можешь написать, что предлагаешь улучшить. Если какие-то функции не построены, построй их для выполнения задач. Наверное, вот так вот. Луп такой вот не маленький, но во всяком случае ему будет понятно. Каждый раз, когда он зависает, вот эта вот надпись loop, она не дает ему зависать. Бывает такое, что он такой говорит: ожидаю гейта 20 минут, завожу себе будильник. И луп понимает, что он остановился, и автоматически ему подсовывает вот эту надпись. И он начинает вспоминать, думать и понимать, что ему еще есть что накодить, а не просто ожидать 20 минут, пока там какой-то из этих блоков, ну, то есть вот этот вот блок B, он, допустим, еще не смержил и говорит такой: все, я пойду посплю, устал. Вот, а луп ему говорит: а у тебя еще есть C, D, E, F, G, H, I, фигач, кодь. Ну, и он тогда создает отдельное рабочее дерево и начинает кодить, а не просто 20 минут ожидает. Так что вот эта надпись loop, хорошая подсказка вам, что как тут можно сделать, рекомендую. R01 дошел до последнего яруса ревьюера. По философии пока идет ревью, работаю дальше в новом дереве. Вот, видите? То есть ему напомнили, и он начал работать. Ну, вот прямо, я не знаю, там, демонстрация того, что я вам только что сказал. Начинаю с Г. Авто срез пробелов в едином месте, где живет поле пароля. Теперь почта. Убираю авто отправку и правлю баннер. Уперлись в лимиты, и не все получилось доделать. 100 выбрали даже на одном всего лишь разработчике. Продолжим через GPT-чат, через кодекс. Слетела нижняя панель, вот такая вот глюк-побочка в Linux. Приходится через командную, через поиск находить даже доступ к файлам. Находим наш проект и переходим в этот проект из нашего терминала. Запускаем кодекс. Да, доверять этому проекту. Прочитай, пожалуйста, философию, навигацию и SDLC. И найди, пожалуйста, дерево там, где, или деревья, там, где правки касаются регистрации судьи. Сначала найду документы с философией, навигацией и SDLC, затем по их правилам прослежу все ветки деревья, связанные с правками регистрации судьи. Ничего менять не буду, только соберу точные пути и контекст. Работа в деревьях нам помогает подхватить либо краш, если крашнулась система, или если закончилась подписка на каком-то агенте, чтобы другой агент имел возможность это подхватить. Очень полезная штука. И изоляция, с одной стороны, агентов, чтобы они комфортно работали каждый в своем дереве. И еще такой вот антикраш якорь. Нашел явный поведенческий документ фиксиют регистрацион сларит МД и несколько гит в арк3. Сейчас сверяю их с 3 обязательными документами и с реальным состоянием веток, чтобы назвать именно дерево справками, а не просто совпадение по имени или старые тестовые артефакты. Давайте смотреть, насколько вообще что-то изменилось здесь. То есть мы заказывали, чтобы вот этого поля здесь не было, чтобы все было красненьким, здесь красненьким, здесь красненьким. Здесь можно не заполнять все правильно, здесь красненьким и другая кнопка. И вот здесь вот верстка поехала, то есть я заказывал, чтобы было по-другому. Давайте нажмем в начале F5, просто посмотрим, что подтянется. Так, ну уже по F5 многое подтянулось. Здесь красненькое, здесь красненькое. Вот эти роли, они все равно здесь есть, хотя их не должно быть. Надпись такая неявная, то есть тут сверху вниз надо читать, тут слева направо. И тут тоже как-то сверху вниз. То есть, с одной стороны, он вроде бы выполнил и стрелочку добавил, но стрелочка как-то так заходит на соседний элемент. Ну, то есть, чуть-чуть выполнил. Давайте теперь Ctrl-Shift-R нажмем. Тут как-то все равно поехавшее, а на главное вроде бы все поправлено. Вроде бы на главное тут все адекватненько. Давайте тут обновим стиль, может быть, оно поедет. Нет, все хорошо в линию. А тут поехала вот эта вот кнопка вниз. Тут Please Verify Email, Send Link есть. А вот это вот что? Что там за элемент такой? Письмецо. Ну, пусть будет письмецо. Хотя оно слишком меленькое и не видно, то есть можно просто убрать. Вот это еще не убрано. Да? Кнопка «Текст» поменяли на ближайшее поле, хотя выше еще фотография не сделана. Ну хорошо, теперь понятно, что уже сделано и что должен подхватить наш GPT. Главная реализация называлась Fiat E2 ее вниз, коммит до 57766. После слияния она присутствует в Майнках D6 до 59898. Сейчас ветка Fiat E2 ее вниз уже не привязана к отдельному варк3. Каталог с Audi WarkTree Silverpast Cell 738B6F содержит только оставшийся артефакт падения теста регистрации судьи, но зарегистрированным гид WarkTree уже не является. Ну ты проверил все рабочие деревья, да, которые там есть, и больше никто ничего не делает. Я просто вижу, что не весь функционал выкачан пока что. Сейчас я тебе надиктую. Посмотри, пожалуйста, что там было насчет роли PM, ну, то есть роли, которые выбирают участники, что это не должно показываться судье. Вот это требование полностью не выполнено сейчас. Найди, пожалуйста, где это там надо довести. Эти тоже держи в памяти. То есть я не до конца понял, что здесь недоделано. То есть из того, что недоделано, дай мне список того, что недоделано, из того, что ты нашел.
нашел. Да, там вполне возможно должен быть один MD-файл с антикраш-якорем, который рассказывает техническое задание, которое я поручил, и ряд рабочих деревьев, где это все фактически выполнялось. Скорее всего, так должно быть. Давайте, наверное, надиктовывать. Значит, здесь, что мне не нравится, при нажатии на кнопку Continue, сейчас перебрасывает на Full Legal Name, но должно перебрасывать на самый верхний из обязательных элементов. То есть сейчас не введен ни один элемент, ни фотография, ни Legal Name, ни Enter Your Handle. И, кстати, для судей обязательным пунктом является ссылка на LinkedIn. Надо ее сюда добавить. И при нажатии кнопки Continue перескакивать экран должен на самый верхний из красных элементов. Из красных, которые обязательны. Давайте по чуть-чуть будем надиктовывать, смотреть, что оно применилось. А то бывает там отвалится что-то и надиктовываю, оно может пропасть. Так что потихоньку будем надиктовывать. Этот блок относится к участникам, а не к судьям. Для судей вроде бы разрабатывался функционал, что они выбирают либо организацию, там такие вот должны быть чекбоксы, которые тоже идут горизонтально, и которые можно выбрать один или все, и это вот роль. И надо выбрать еще хакатон, то есть сейчас у нас есть август и ноябрь хакатон, тоже чекбоксы. Но если роли, они пишутся слева направо, каждый отдельный, и обязательно выбрать какой-то один, то еще вместе с этим необходимо выбрать либо один, либо два хакатона, в которых человек хочет участвовать. Это так называемая подача заявки. Подача заявки обозначает, что человек выражает желание участвовать в такой-то роли, в таком-то хакатоне. Причем я думаю, что, наверное, сразу должна быть разбивка. То есть хакатон август, такие-то роли. И следующая плашечка хакатон ноябрь, такие-то роли. И надо выбрать хотя бы один чекбокс в любом из этих двух полей. А изначально они тоже должны быть красненькими. Давайте оттестируем, работает ли вообще ссылка. Непонятно, давайте лучше зайдем с сайта, где мы залогинены. Попробуем войти. Так, а получается мы уже залогинены, поэтому надо что-нибудь там такое. Тест. Здесь уже правильное отображение. Это мне нравится. Generate strong password. Тут тоже как-то поехала верстка. Давайте это тоже зафиксируем. Там, где человек уже ввел новый email и проходит регистрацию, то стрелочка, которая указывает от Generate Strong Password к инпуту, залазит на Generate Strong Password и находится не посередине пустоты. Возможно, ему мешает блок. Давайте посмотрим. Наверное. Возможно, ему мешает блок 0 из 50. И я думаю, что есть смысл стрелку засунуть в один же блок с 0 из 50. И в этом блоке стрелка должна быть по центру, а 0 из 50 должен быть равнение направо. Так, продолжаем дебажить. Допустим, мы ввели. То есть при анфокусе уже эта надпись исчезает. Это хорошо. Но она была там. Давайте это зафиксируем. Стоп. Когда я нажал кнопку Generate Strong Password, там все засветились зелененьким, выполнены условия, но при этом еще сохранялась красная надпись: введите правильный email, введите правильный пароль. Я думаю, что логика должна быть такая, что если человек нажал Generate Strong Password, и в случае, если уже все зелененьким засветились, то эта штука должна автоматически применяться, а она применилась уже после анфокуса. Зеленое выделение, которое говорит о том, что уже все получилось сделать, ломает верстку и применяется не к тому же самому скруглению углов, а навязывает свой стиль. Должен наследоваться родительский стиль с таким же скруглением углов, как и было для всех как красных выделений новосозданных, так и для зелененьких, потому что сейчас это просто квадрат вокруг более красивого элемента со скругленными уголками. К примеру, где я сейчас это вижу, там, где Choose Strong Password. Пока Choose Strong Password еще не введен, то действует правильный стиль, и красное тоже правильное. Как только я нажимаю Generate Strong Password, то появляется зеленая рамка, но она уже квадратная и углы без скругления. Там, где Who are you coming as? Participant, or organizer, judge, or mentor. Же обводки красные, квадратные, а должны быть, со скруглением, то есть там более аккуратный сам квадратик. И то же самое насчет принятия юридических условий. Также who are you coming as? Зеленая рамка сделана не там, то есть у choose a strong password идет вокруг верхней рамки общей, а who are you coming as идет внутри, что неправильно. То есть внутри, не у самого элемента, а внутри элемента.
элемента. Сейчас я дам точные данные. Применено к... Давайте смотреть, почему применено. Copy селектор. А должно быть применено к... Где тут элемент повыше? Получается, тут у нас даже нету такого элемента, или это он и есть? Давай я даже поправлюсь, что здесь вот правильный есть элемент, к которому привязаться, и зеленый здесь во всяком случае в правильном месте находится. Давайте выключим, это слишком такое яркое. И скопируем наш copy селектор, ставим наш файл, скопировали этот селектор, а этот селектор, по-моему, даже неправильно отображает, то есть он залазит еще на какой-то верхний объект. Ну, можно попытаться к нему привязаться, но надо проверить, единая ли верстка тогда по всей странице. Так, и давайте дальше посмотрим. Тут получается и правильная обводка, и неправильная обводка. Давайте это там и скажем. Copy селектор. Ставим сюда. Здесь сделана правильная обводка зеленым с условием скругления. Это должно быть вот так вот и везде. Вот это внутренняя, я думаю, она не нужна. И копируйся. Здесь не нужно, чтобы было красненьким и зелененьким. Здесь вообще ничего не нужно. Оно не должно здесь появляться. Ну, давайте, чтобы точными быть. Здесь то, что красненьким хорошо, но не хватает скругления этого красненького. Так, я что-то не вижу. По-моему, как линия там справа идет. Нет, одинарная. Когда нажимаю, да, но красная и зеленая вокруг этого элемента идут без скругления. И есть еще ощущение, что не применен тот же стиль, то есть просто зеленая линия, а обводка делается из зеленой линии и такой вот как будто бы градиент зеленого вокруг. То такое же свечение, наверное, надо применять к вот этим чекбоксам везде. Ну и проследи, чтобы единое применение было стилей, а не каждый свое. И защити, чтобы никто не сносил. Хотя нет, я отменяю задание. Тут есть красивая тонкая обводка вокруг успешно введенного пароля. Я хочу, чтобы вот эта вот линия, такая аккуратная и хорошая, применялась к уже выбранным чекбоксам, как подтверждение, что там все хорошо. Тяни стили оттуда, новых не придумывай. Давай отсюда глянем, что тут у нас копировать. Copy селектор и вставим сюда. Давайте почитаем, что тут. Он как-то больше нашел. Итог. Нужная правка не потеряна. Ее основа лежит в чистом дереве Haskell конвибицом W-тестов Fintent. Ветка Fiat-Staff Fintent Antralis. 2 локальных коммита. PR для нее не открыт. Соседняя ветка Fiat-Staff Fab провал содержит еще один локальный коммит и тоже не имеет PR. Подхвати, пожалуйста, то, что уже есть, но в начале я хочу, чтобы ты еще взял дополнительное задание для антикраш якоря, для нашего общего технического задания. Сейчас я тебе его дам. Копируем наш текст, вырезаем, Ctrl-Shift-V, вставляем 4654 символов. Я хочу, чтобы ты эти требования разбил на атомарные требования, дописал в антикраш якорь, каждое выполнил и защитил законом джунглей. И после того, как ты допишешь вот эти атомарные требования в наше техническое задание, то уже принимая в работу все деревья, которые связаны с этим антикраш якорем, техническим заданием полным, доводи все до результата и до мерджа. Ну и проверяй, естественно, что как отобразилось на самом сайте, получилось или не получилось, и правь баги, которые вылезли. Как расширение единого ТЗ регистрации. Сначала зафиксирую все продиктованные атомы в существующем антикраш якоре ветки Fiat-Staff Fintent Antralis, затем подхвачу оба связанных дерева, сведу их в одну свежую ветку и доведу через тесты ER, мерги, автоматический выкат и проверку живого сайта. Отмененные формулировки про отдельные красно-зеленые рамки у Сансент не беру. Итоговый канон. Переиспользовать тонкую успешную рамку Aupaz для выбранных чекбоксов. Да, все верно. Именно так. Нам еще нужно ему луп какой-нибудь. Точнее, у него это goal называется. Goal. Давайте посмотрим, где у нас антикраш якорь. Где вообще хранится вот это вот единое техническое задание, разбитое на атомы, как предыдущее, так и дополненное. Дай, пожалуйста, абсолютный путь к этому файлу. Есть ли какие-то деревья, которые ты будешь продолжать? Ну, я пытаюсь написать тебе goal, loop, сообщение, и хочу дать ссылку, если у тебя обновится контекст, то где читать главное наше требование, техническое задание, и, может быть, там какие ветки карт хватывать. То есть вот это вот дай мне, пожалуйста, чтобы я понимал, что тебе надо прописать, чтобы ты легко искал все файлы и подхватывал работу после того, как у тебя обновится контекст. Обе незавершенные ветки теперь сведены в одну свежую ветку без потери требований. Выявилась важная честная граница старой реализации. Она уже скрывала ПМ у штата, но вместо работающей подачи показывала лишь список и ссылку на старую дверь. Теперь заменяю этот временный блок настоящими заявками по каждой паре Hackathon роли, одновременно чиню верхний обязательный элемент LinkedIn. Главное единое ТЗ сейчас хранится здесь. Активное рабочее дерево, которое я продолжаю. Ветка. В нее уже перенесено содержимое второго связанного дерева Haskell конвибицом W-тестов фаплы. Отдельно подхватывать его больше не нужно. Его собственный дополнительный якорь после объединения находится
находится здесь. Для GLLab можно дать мне дословно такую контрольную запись. Продолжай до результата имерги работу в хаме вибица деблок гердовну от садихатскан вибицом W тестов финтент. Ветка фиатстав финтент анталис. При обновлении контекста перечитай полностью хаме вибица деблок гердовну от садихатскан вибицом W тестов финтент доцс behaviors фиатури унифиет регистration МД. Затем практическая философия МД, навигация не энциклопедия МД, доцс деф SDLC МД и дополнительный якорь доцс behaviors фиатури став аппликационных провал МД. Выполни все незакрытые атомы рек 35 рек 47. Подхвати уже реализованный рек 5 скрытие командных ролей Airbus предупреждение. Прогони гейты, слейпер, дождись автоматического выката и проверь живой сайт. Я продолжаю именно из этого дерева. Следующим коммитом добавлю в главный якорь короткий DLL сумме с этими же координатами текущим чекпоинтом, чтобы путь восстановления хранился не только в сообщении. Отлично, мне очень нравится это. Правильно сделал. Так, а в чем отличается? Первое мне как-то больше нравится. Я, наверное, его буду копировать. Здесь полные названия правильные. Философия, навигации, SDLC. А здесь они просто названы. Goal. Я думаю, нормально. Пусть его долбит это сообщение. Да, Cloud закончился. Даже на одном разработчике. Там он работал больше 8 часов. Но там много было чего перестраивать. Поэтому продолжим с GPT. Казалось бы, простая правка. Там регистрация судей. Но она затрагивает достаточно много файлов сразу. Поэтому прямо еще даже сейчас идет выкатка этой задачи. Давайте ее по чуть-чуть попробуем потестировать. Сюда будем записывать какие-то недостатки, которые есть. Попробуем Incognito Mode. Все уже на одном уровне. Вводим какой-нибудь новый произвольный email. Continue. Ну вот эта вот плашечка, да, я как раз ее попросил сделать чуть-чуть выше, но она все равно как-то, видите, находится слишком как-то высоко. Она получается, видите, как она перевернута, поэтому она ее некуда ниже опустить. То есть можно добавить вторую вот сюда вот вверх. Это будет две такие плашечки. Это и надиктуем. Там, где регистрация судьи, мы переместили такую вот стрелочку от Generate Strong Password к input. И я хочу, чтобы мы ее убрали оттуда, где она была, и добавили то, куда она есть. Я хочу, чтобы была эта стрелочка и там, где она была, и там, где она есть. Тогда будет больше понятно, что к чему относится. Одна стрелочка, ничего не понятно. Добавь, пожалуйста, вторую. Так, допустим, мы заполняем, делаем unfocus, пропадает, а допустим мы дописываем. Да, отлично. Spaces removed automatically, no spaces. Так, я хочу зарегистрироваться как судья. Ну вот опять вокруг, квадратные, они все еще квадратные. Не знаю, почему так. Выкладка не зависла. Она корректно ждет общий продукцион лоск, потому что параллельный полный браузер суете еще читает живой сайт. Внешний хелп уже зеленый, но новый ша пока не переключен. Не обхожу блокировку, чтобы не подменить страницы во время чужой приемки. После освобождения лоск процесс продолжит автоматически. ASP Deploy сервер тесты завершены зеленым. 6593. Затем HTTP 3636. Финальный продукцион плейврик идет headless. Из-за высокой общей загрузки аллокатор безопасно выдал только 2 воркера, поэтому прогон медленнее обычного, но уже проходит сценарий без ошибок. Проверь, пожалуйста, действительно ли выдано только 2 воркера, потому что я вижу, что процессор и оперативка простаивают, то есть это какая-то ошибка, тогда я ее буду менять. Похоже, балансир, который должен увеличивать количество воркеров, отвалился. Да, проверяю это как возможный дефект балансировщика, а не принимаю стартовые 2 на веру. Сниму текущую загрузку с пурам, число активных шамиум плейврик процессов и проверю, умеет ли именно продукцион руннер повышать воркерс после старта или он фиксирует бюджет один раз. Сам пост диплей не прерываю. Подожди, или сервер теста, они у нас на серваке крутятся, может быть, тогда, может быть, так и должно быть, а не локально на нашей машине, где мы сейчас находимся. Где эти тесты проводятся? На VPS DE или здесь локально на машине? Да, подтверждено. Реально работают ровно 2 плейврик воркера. Воркер процесс центра IOTS, 2 процесса, при этом сейчас доступно 39 ГБ RAM. Латверги около 5 на 24 ядрах. Машина заметно простаивает. Причина точная. Аллокатор не отвалился, а архитектурно регулирует только старт. Он поймал краткий всплеск с 89%, выдал 2 воркера и больше никогда не пересчитывает бюджет. В коде прямо тесты сейчас крутятся локально на твоем компьютере, не на вбзде. Давайте это все скопируем как контекст. Допустим, начнем отсюда. Скопируем, ставим, накопируем все сразу ответы, чтобы новый уже никак не искал это все. Это контекст, я хочу, чтобы ты починил балансир, он не донабирает. То есть он должен постоянно отслеживать и повышать или понижать, а он не повышает. Давайте переименуем его сразу, что это балансир 80-90%. Починю именно продукцион плейврик балансир. Сначала зафиксирую текущее поведение и контракт с DLC, затем переделаю запуск так, чтобы параллелизм пересчитывался во время длинного прогона, а не только один раз при старте. Уже идущий пост диплей не прерываю. Причина подтверждается кодом. Текущий руннер действительно запускает один монолитный плейврик процесс с неизменяемым воркерс. Исправление сделаю через последовательные шардс. Перед каждым шард новый замер с пурам, новая выдача и обновление ляси. Поэтому пулс может и расти, и снижаться между частями, при этом каждый тест выполнится ровно один раз. Сохраню единый CET файл fast по первому красному шард. Ну, ты
видишь уже написанные балансиры, которые лежат в проекте? То есть просто ничего не выдумывая ничего нового, используя уже готовое. Ты видишь в проекте уже готовый балансир, не выдумывай новое, используй уже написанное. Если у тебя обновится контекст, то перечитай философию, которая лежит в корне, навигация, которая лежит в корне, SDLC. Также я надеюсь, что ты записал мое требование атомарными требованиями у себя в антикраш MD документе и можешь возвращаться к нему и перечитывать его. Ой, все закрылось. Ну, это не прикольно. Я думаю, это он закрыл эти все терминалы. Все терминалы закрылись, то можно перезагрузить компьютер, а то у меня нижней панельки нету. И верхний хедер и футер слетели. Нужна перезагрузка. Мы крашнулись и ребутнулись. Заново запускаем наши терминалы, копируем нашу папку, переходим в нее и запускаем кодекс. Прочитай философию, навигацию и SDLC. Найди техническое задание антикраш якорь по регистрации судей со всеми дополнениями. Давайте дадим ему название. И давайте включим наше отображение нажатых клавиш. И запустим еще один терминал. У нас как минимум 2 было. Кодекс. Прочитай философию, навигацию и SDLC и найди дерево, которое отвечало за балансир 80-90. Он, кстати, уже нашел существующий и начал уже, используя существующий, дописывать правильно там, где он не применяется. Давайте назовем балансир 80-90%. Нашел полное актуальное ТЗ антикраш якорь по регистрации судей. DOTS behaviors fiaturi unified registration MD это основной действие. Мне как-то не нравится. Давайте мы запустим новую штуку. Перейдем в папку POPS, CD, Ctrl-Shift-V, Enter, кодекс. Прочитай философию, навигацию и SDLC. И почини, у меня слетела визуализация озвучивания. Почини и скажи, почему она слетела. Ну и выполни единицу работы. Так, назовем это визуализация озвучивания. Перенесу на боковой, чуть-чуть приближу. То основной действующий документ. Единая регистрация, одна дверь, e-mail, пароль, роли судьи организатора ментора внутри конкретного хакатона, профильные гейты, настройки обязательных полей, совместимости статуса всех атомов рек, сет. В него уже внесены дополнения вплоть до 15 августа. Связанные дополнения. DOTS behaviors fiaturi password with get and consent MD, пароль, глазик, генератор юридические согласия. DOTS behaviors fix UG регистрацион целорит MD, ясность входа регистрации конфликтов полей. Часть формулировок внутри явно помечена устаревшей. Queryment MD, атомарный реестр требования и фактические статусы. План ВЦБ статит 2026-08-13 МД, позднейшие надиктованные дополнения владельца. Также найден старый якорь ТЗ Unified Staff Registration MD в локальной памяти Цлауде. Он описывает уже смерженный PR 571 от 23 июля и не является текущим полным ТЗ. Актуальным источником считаю DOTS behaviors fiaturi unified registration MD вместе с перечисленными дополнениями. Да, подхвати работу, доведи до результата. Выведи мне задачи, которые ты нашел к выполнению, и сразу приступай их выполнять. Я просто хочу так снова почитать, что ты будешь делать. Подхватываю именно незавершенную программу единой регистрации судей штата. Ближайший результат, который буду доводить. Единая дверь в плей без поломки старых ссылок. Сохранение намерения участник, судья, организатор, ментор. Заявка на роль внутри выбранного хакатона, а не глобальная роль аккаунта. Запрос ровно тех полей, которые обязательны у выбранного хакатона. Защита от дублей регистрации, честный повторный вход. Совместимость существующих аккаунтов, приемка, мерги и проверка выката. Сначала проверяю уже начатое рабочее дерево Fiat Staff Intent Antalis. Там могли остаться несмерженные дополнения, их нельзя не дублировать, не затереть. Затем продолжу с первого реально незакрытого атома. Проверка показала важное. Ветка Fiat Staff Intent Antalis уже была смержена через PR 1492, а оставшееся дерево основано на старом состоянии и содержит в основном промежуточные тестовые коммиты. Продолжать прямо в нем опасно, можно откатить 11 более свежих изменений регистрации. Поэтому беру свежий оригинмайн, уже готовая часть. Намерение пользователя сохраняется, заявки на штат привязаны к хакатону, роли изолированы между хакатонами. Следующий цельный незакрытый кусок, довести единую дверь и совместимость старых аккаунтов, затем проверить живой путь. Фактически якорь на свежем майн уже содержит дополнение владельца рек 35 рек 47. Большая часть этого пакета вошла в PR 1492 и последующие фиксы 1497, 1501. Я начинаю с рек 1 рек 2. Это оставшийся архитектурный разрыв, форма уже единая, но входы сайта еще не сведены к одной канонической двери. Сделаю апплы каноном, IUG, совместимым маршрутом в тот же поток без второго механизма регистрации. Сначала зафиксирую антикраш якорь и воспроизводящий тест, затем код, полный прогон и прод. Инвентаризация выявила корень. Это не замена одной ссылки. IUG одновременно служит старой регистрацией, входом старых судей и самим судейским столом. Apple уже создает новый универсальный Members аккаунт. Простой редирект сломал бы действующих судей. Безопасная схема. Незалогиненного нового человека ввести в канонические апплы. Существующему судье оставить совместимый вход, а после входа IUG как рабочий стол. То есть объединяем создание аккаунта, не уничтожая доступ к судейству. Сейчас фиксирую зеленый бассейн и отделяю маршрутизацию двери от самого кабинета. Дай ссылки на все, что тебе нужно, если у тебя обновится контекст, чтобы ты знал, что где искать и какой статус на сейчас, как ты понял задачу, чтобы я завел goal loop на это все. И пока он думает, мы создаем goal. Если у тебя обновится контекст, то прочитай, пожалуйста, философию и навигацию, они лежат в корне документа. И SDLC, по нему мы
даем и работаем в проекте. Также здесь были несколько задач, проверить, что они выполнены. Первая задача — это при test all. Test all запускается по SDLC сразу после создания рабочего дерева. И туда должно быть привязано создание всех локальных зависимостей, чтобы все крутилось, все тесты и все, чтобы поднималось внутри этого рабочего дерева. И это все привязано на test all, чтобы оно там разворачивалось. Проверить, что это все работает, потому что это тоже часть твоей задачи. И тоже вот вторая задача, которая на самом деле, наверное, первая. Я даже не знаю, в какой последовательности лучше. И то надо сделать, не останавливайся, пока не сделаешь до результата. Доводи до результата, до мерджа, до теста факта внедрения на сайте, исправляй ошибки, которые увидел. Давайте вот это все выберем. Ctrl-Shift-C и Ctrl-Shift-V. Отправляем вот такую задачу. Нашел и продолжил нужное дерево. Что исправлено? Род плайврик разделен на последовательные шарты. Перед каждым шартом повторно применяется существующий балансир с пуром. При загрузке больше либо равно 90% следующий шарт ждет. Размер пула пересчитывается по свежему замеру. Исправлена очистка ляси погибших процессов. Обновлена документация и добавлено ТЗ дерева. Запусти. Давай посмотрим вместе, как он работает. Он запускает, но я ничего не вижу. То есть ничего не работает, скорее всего. Запускаю штатный прод браузерный контур именно из Fix Adaptive Prod Workers. Будем смотреть строки каждого шарта. Ожидание при больше либо равно 90%. Свежий с пурам бюджет и выданное число воркеров. Первый живой результат. Машина свободна. СПУ 9%. RAM 21%. КАП 23. Балансир выдал 18 воркеров для шарт 1.8. Сейчас внутри первой 8 части. После нее должен появиться новый замер, а не повтор старого числа. Первая часть действительно запустила 72 теста на 18 воркерах. Сообщения Guard Acceptance сейчас появляются внутри негативных самотестов гейта. Рядом уже видно зеленый результат сценария ослабления блокируется. Это не падение самого прогона. Жду завершения шарт 1 и второго живого замера. Ты нашел, где у нас уже есть балансир, и ты уже применил его нашим файлом, я правильно понимаю? Да, правильно. Я нашел существующий балансир в Strips и Saurce Governor NUTS и применил его к уже существующему протранеру Strips Run Prod Browser NUTS, не создавая второй балансир. Теперь прод набор делится на 8 последовательных частей. Перед каждой частью заново вызывает существующий white for header. Повторно измеряет SPU и RAM. Пересчитывает число воркеров через существующий bootgit for run. При загрузке больше либо равно 90% не запускает новую часть. Уже работающие тесты не прерывает. Живой прогон сейчас подтверждает работу. Первая часть получила 18 воркеров при SPU 9% и RAM 21% и успешно завершает 72 теста. Прогон еще продолжается. Ты видишь, что ничего не работает, то есть балансир никак не работает? Да, вижу. Фактически запуск опроверг мою формулировку. Он выдал сразу 18 браузеров и внутри шарта больше ничего не регулировал. Это пакетный перерасчет между крупными кусками, а не балансир 80-90 в реальном времени. Сейчас сниму фактическую загрузку и остановлю прогон, чтобы он не продолжал загрузить машину. Прогона особенно и нету, и он вообще не грузит. Да, вы правы, балансир не работает как требовалось. Факт запуска. Он сразу поднял 18 браузеров. Затем 2 с лишним минуты никак не менял параллелизм. Перед вторым шартом снова выдал те же 18. Регулирование происходит только между огромными частями, а не при запуске каждого браузера. Это не динамический балансир 80-90, а редкий пакетный перерасчет. Я остановил прогон. Дочерних браузеров не осталось. Моя предыдущая оценка была ошибочной. Правильное исправление — подключить существующий входной шлюз к каждому протворкеру браузеру, чтобы браузеры запускались по одному с повторным замером, а не маскировать проблему шартами. Звучит как план. Действуй. Если у тебя вдруг обновится как-то контекст, и ты не будешь знать, что делать, то тебе необходимо почитать философию и навигацию. Они лежат в корне проекта. По SDLC мы работаем, а задача, которую ты выполняешь, зафиксирована в антикраш якоре. Я очень надеюсь, что ты записал то, что мне необходимо, атомарными требованиями, и будешь выполнять до результата. Мы с ним, видите, общались, и он вообще просто стоит, простаивает, ничего не делает. Меня это не устраивает, конечно же, и я ему дал goal. Goal — это луп, который будет постоянно повторяться. И вот здесь вот написано «выполняю цель», потому что да, то, что сейчас построил, это не подходит. Просто уже прошло время публикации, 10 утра у меня, поэтому надо завершать и выпускать то, что уже есть. Я хотел слепить вместе и техническое задание, и факт выполнения, но факт выполнения слишком отсрочен, поэтому за сутки у меня не получилось слепить это все воедино, хотя агенты работали постоянно, Cloud Codex вылился в ноль недельные лимиты, причем это 100%, не те, которые 100%, что еще осталось 3% доработать, а именно в ноль полностью все выработано. И мы переключились на Codex. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность вместе со мной. Желаю вам создавать отличные IT-продукты. Пусть ваши продукты будут миллиардниками в долларах. Желаю вам финансового благополучия. Спасибо за подписки, за лайки. Если вы уже досмотрели это видео до конца, пожалуйста, напишите в комментарии спасибо, и мне будет очень приятно. Спасибо вам за это.